Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой черепашки-мутанты-ниндзя, 19 серия. Арочка наша веселенькая вот с этими вот всеми персонажами закончилась, соответственно будет... Что-то новое? Нет, подожди. Наверное, будет сюжетная, как раз таки две же было, там с мусорщиком было, и вторая была... Что-то еще там было. Наверное, Ну, сейчас... война в городе была арка. Ну, потом был мусорщик, потом был... Что-то еще после мусорщика было, не сюжетное. Точно помню. Да. Угу. Вот, и сейчас, скорее всего, будет что-то сюжетное, наверное, как-то так. Вот, короче, губы сохнут, губы трескаются, короче. Если в течение видео я их облизываю, то, короче, не обращай внимания. Жизнь такая. Так Не может быть, намажем уже, в конце концов. Да я вообще не понимаю, из-за чего и как. Вроде я вообще не хожу, не обветриваю их. А почему они так себя ведут? Отвратительно. Вообще не понимаю. Никогда такого осенью не было. Вот сейчас почему-то происходит. Стареешь? Возраст-то, конечно, 41 год. Как бы пора бы уже. В жизни ниндзя наступает такой момент, когда он или она должны выбирать между путем, который навязывают им другие, и истинным путем своего сердца. Карай вырастил Шреддер. Шреддер обучил ее искусству ниндзя. И она до сих пор служит Шреддеру. Но в Карае есть что-то, чем она отличается от него. Она не такая, как Шреддер. И поэтому Карай предстоит сделать выбор. Служить Шреддеру или служить своему кодексу чести. Я надеюсь, что она сделает правильный выбор. Служить самой себе она выберет. Очень классное начало было. Какое? Слова. Ниндзюцу. Слышала там? Да. Если в вашем хорошем дубляже нет этой песни на английском, я не буду. Не знаю, я уже к этому дубляжу привык. Нормальный дубляж. Нормальный же. Песня классная. И все? Но если там дубляж лучше, то как бы... А что здесь плохой дубляж? Вроде нормальный. Ну или я привык. Вы привыкли в этом всем? Да нет, наверное, досмотрим уж сезон в этом дубляже. Что сейчас скакать? Как-то уши к одному привыкают, потом другой как-то не очень. Враг у ворот, часть первая. Автор сценария Эрик Люк. Тоже для нескольких частей. Вы вызывали меня, мастер? Да, мое восстановление наконец подходит к концу. Что я сказал про дубляж? Не, забираю свои слова назад. Как будто, знаете, ребенок, короче, простыл, а это грипп у него вот это вот. Нет, не астма. Грипп, грипп, бронхит, вот это вот. И он такой, не могу говорить. Вот это вот голос его. Ребенка, короче, заразить пришлось заболеть, и они взяли его в дубляж. Ну, понятно. Какой учитель? Почему она заходит и говорит... Нет, я понимаю, почему она говорит учитель, но он же явно не похож на учителя. Он похож уже на маринованную какую-то сосиску. Вяленую сосиску, реально, ты видишь его складочки? То та еще вяленая колбаска. Черви сделали свою работу. Наконец-то настало время моего долгожданного восстановления. Как прикажете, мастер? Какой живучий, а? Да вообще не говори. Доставучий и живучий. И говнучий. Я восстану перед миром возрожденным. Но мы не должны терять время. Утром... Как костюм меняет голос. А потому что у него вот это вот из Звездных войн Дарта Вейдера передатчик стоит голосовой. А как многие не удивятся, типа, о, учитель, вы типа, как вы здесь оказались, вы опять будете нами править, где вы все это время были, нет? Не знаю. Ну, как будто вот... Знаете, вот после того, как обычно вот такое происходит, типа кто-то оживает, вот кто-то сначала умирает, там начинаются какие-то войнушки, потом он опять возвращается, и все прекращается. И просто, и нафиг это надо было.
Как будто все остальное теряет смысл. Ну, кстати, да, реально. То есть, как будто бы, знаешь, вот нам... Будто зря они там воевали. Нам вот так вот показывали развитие сюжета, а потом такие... Да, И спад идет, и ты такой просто, а зачем это давали нам надежду на какой-то другой сюжет? Странно, да, кстати, ощущение вызывает. Которые охотились за мной. Их проклятые стражи уехали. Но они вернутся в большем количестве. Мы должны быть готовы. Стражи вернутся? А зачем? Черепашки должны умереть. К сожалению, мой господин, мы не готовы. Что? Многие ваши сторонники были уничтожены во время бесполезной войны за контроль над Нью-Йорком. Да, Карай. Но недостаток воинов мы компенсируем силой и преданностью. А ты не удивился за Шреддера, что ли, молодой? Ты знал, да? Тебе рассказали секрет того, что там Шреддер, где-то кусочек его. Ну ладно. Какой верный и неумираемый. Я рад, что вы снова вернулись к действию. Если позволите, я бы хотел показать, над чем мы работаем. На чем работаем? Сначала, мастер Шреддер, у меня есть для вас небольшой подарок по случаю возвращения. Надеюсь, он вам понравится. Стокман! Разрешите в очередной раз представить вам Бакстера Стокмана. Ну а как иначе? Как один глаз, целый мозг еще, мозг и глаз и нормально. Ну ему в принципе много-то и не надо для... Я забираю свои слова назад, не Крэнк. Крэг. Или... Крэг. Про кого ты смотря? Про красного Шреддера. Не, его по-другому вообще как-то зовут. Короче, не он живучий, не этот красный чувак, а вот этот вот. Вот это, да, самая живучая тварь на земле, наверное. Живее, чем таракан. Прикинь, я не знаю, конечно, это у него форма или нет, но в какой-то момент у него, возможно, останется один глаз. Даже не мозг, а глаз, чтобы прям совсем минимизировать его сущность. Жестко. Это Бакстер Стокман? Ты похудел. Конечно, это я! Посмотрите вокруг! Думаете, это оборудование было бы возможно без моей гениальности? У этих болванов, работающих на вас, технические знания о А ты вел себя недопустимо, Стокман. Ты слишком часто предавал меня. Тебе надо бы уходить на покой, пока ты был головой. Смейтесь, но если бы не я, ваша технология бы не продвинулась. Это одно из преимуществ того, что Бакстер Стокман с нами. Позвольте продемонстрировать вам, как мы убедили этого хорошего доктора поделиться информацией. Ну-ка. Ток, электрикс. Ну, конечно, как же иначе. Мастер, где здесь честь? Нужно покончить с этим ничтожеством. О, а это мне нравится. Она начинает говорить за честь. Она начинает понимать истинную сущность Шреддера, что он мерзко отвратительное существо. И, соответственно, возможно, она его предаст и уйдет в отставку из компании клана Ноги. Нормально? Блин, нормально. А не продлевать ему жизнь. Не смей задавать мне вопросы, Карай. Стокман — прекрасный пример того, что происходит с людьми, предавшими меня. Это понятно? Да, мастер. Прекрасный пример. А теперь разрешите показать вам вашу новую армию. Какая армия там новая? Самое последнее и наиболее смертельное оружие в уничтожении — механические футы. Ниндзя. А почему какие-то доделанные? Экзокостюмы у тромов обладают невероятной силой и рефлексами. Эти 9 механических футов являются передовой андроидной технологией, основанной на экзокостюмах и снабженных оружием. Вы сможете полностью контролировать их из этого командного центра. 9? Почему только 9? Эти механические футы построены на основе биочипов у тромов, которые превосходят нашу способность создавать или моделировать. Мы нашли только 9 таких биочипов, которые оставили у тромы, но нам хватит и 9. Больше ни у кого на Земле нет такого оружия. Короче, выскажусь, да, немножечко.
Безмозглые, бесполезные, беспомощные. Клан Ноги вместе с Шреддером, как я иначе могу это назвать? Они сами ничего не могут, короче, придумать. Ну, типа, ладно, у них есть один мозг в виде Стокмана, и все. И то они сами не могут придумать чипы. То есть, в начале, там, в 1200-х годах, когда в Японии вот это все были Утромы и был Шреддер. И он сам не придумал костюм вот этот технологичный. Он украл его у Утромов и начал в нем ходить там, свои порядки строить. Здесь, сейчас, они тоже опять такие, мы, блин, сами ничего придумать не можем, блин, возьмем готовый чип Утромов. Утромы умные, а Шреддер дебил, получается. У него нету вот этого мозга Утромов, которые... Утромы развиваются, они все придумывают, Шреддер просто такой, ну, у меня в голове обезьяна, я умею махать мечом, возьму сразу готовое. Ну, Обожаю вот эти вот... Что? Ну так получается, а как иначе? Ну, я понимаю, если бы они взяли... Вот у Шреддера есть... Это слишком категорично. У Шреддера есть скелет, который он уже украл у Тромов, да? Возможно, он его модернизировал как-то. Ну, можно было бы взять этот скелет, дать Стокману, Стокман бы его продублировал, сделал бы несколько таких скелетов, и типа, окей, я бы еще такой вариант принял. Они бы сами, да, здесь разработку какую-то взяли. Но здесь они реально нам говорят, мы взяли у Тромов готовые чипы, мы вообще ничего сами не сделали, вот это мы вообще такие гениальные захватчики мира. Бесполезные вы, получается, и никчемные. Разочаровался. Нет, еще раз подтвердил свои ожидания по отношению к ним. Когда мы закончим, эти двое будут прекрасные копии президента Соединенных Штатов и премьер-министра Англии. Думаю, это вам особенно понравится. О, учитель Сплинтер там был. Мастер. Ой, вообще, один в один. Не, ну тут как бы не отличить, Не я отличить считал вообще. А халатик-то они откуда взяли? Они, походу, спросили у Сплинтера, где он одевается, в каком секонд-хенде. Нет, они у Сплинтера украли. У него там целый шкаф таких одинаковых халатов. Нет, типа, помнишь, в первом сезоне, когда Сплинтер дрался, он пару раз без халата оставался. И, видимо, в этот момент они такие быстренько... Кто-то украл. Да, украли его халат. Нет, возможно, если натянуть сюда кожу и шерсть, будет более похоже, чем это. Смотрите. Механический фот уничтожить. Прекрасно. Мы прибыли, мой господин. Хорошо. Давайте испытаем этих новых механических футов. Пусть он выследит черепах, найдет, где они прячутся, и уничтожит их раз и навсегда. Если черепашки-ниндзя на это поведутся, я, конечно, разочаруюсь уже в их мозге. Нет, они явно на это не поведутся, но просто... Опять странный момент, знаешь... Типа, ладно, если бы они сделали какого-то клона Сплинтера и закинули бы к ним Сплинтера, они бы повелись, что это Сплинтер, и потом бы он начал их как бы убивать там втихую Да, ночью. да, я так и думала, что они так... Это было бы прикольно. А так они просто, да, типа, сделали робота немножко похожего на Сплинтера и засылают к черепахам. Так можно было любого робота сделать, я не Они знаю. тупо сделали крысу и одели халат Сплинтера. Да, можно было сделать робота-носорога, робота, я не знаю, обезьяну, вообще робота-человека, отправить любого из этих киборгов, которые здесь представлены в этой линейке, так сказать, Shredder Corporated, и все, и пусть они там дерутся с черепахами. Всегда. Что такое? Кто там? Эй, Раф, что за задержка? О, появился! Ты где целый сезон шлялся, чувачок? Подожди, а я все думала, когда он появится?
Когда он исчез? Он исчез где-то в 5-й, в 4-й примерно серии, наверное, этого Ну, когда сезона. вот взорвали вот этот, Да, да, потом да. он бежал. Ну, это была, где-то серия 5-я, 6-я, мне кажется. Сейчас 19-я, другалек. Ты почти 15 серий, ты где шлялся? Вон он какой-то Вот тут разрезанный. у нас столько событий за 15 серий произошло. Мы и тех спасли, и этих остановили, этих воссоединили. У нас книгу можно написать за эти 15 серий. Ты все в той же одежде. Ты вообще мылся, нет? Месяца просто. Ты чем питался? Крысами вот здесь? Успокойся. Канализация. Я переживаю за него, понимаешь? Вообще очень странно, где он был-то, пропадал. Ну, сейчас расскажет. Ой, я даже не знаю, как нам расскажут сейчас всю эту трехмесячную его жизнь. Не может быть! Причем ни в новостях о нем ничего нету. Трицератон? Здесь? Ты ведь не думаешь, что это вторжение, а? Вижу врага! Враг! Берегись! Поберегись. Враг. Вижу врага, враг берегись. Что с ним? Цель операции! Уничтожить без промедления! Кислород. Это воздух. Его дыхательная маска сломалась. Он дышит нашим воздухом, и это влияет на его мозг. Атмосфера планеты Трицератонов состоит из азота и серы. Помните? Наш кислород вызывает у него галлюцинации. Сэр, десантник ЗОК, серийный номер XJ45903. Прибыл, сэр. Кажется, он принял нас за трицератонских офицеров. Что будем делать? Что угодно, лишь бы этот огромный Ну, этому товарищу больше не наливать. рогатый страшный тип не разорвал нас на части. Вольно, солдат! Доложите обстановку. Я должен выполнить миссию, сэр. А в чем твоя миссия, солдат? Я должен поймать беглецоида любой ценой, сэр. Мой отряд преследовал объект, когда мы попали под вражеский луч и перенеслись в неизвестные нам координаты. Взять его! О, боже! Огонь! Объединенные войска Федерации тоже выследили беглецоида. В разгар битвы я отделился от своего отряда. Цель не была поймана, и я не смог воссоединиться с отрядом. И я потерял оружие, сэр. Прошу разрешения уничтожить себя за позорный провал. Разрешаю. Айда. Что? Проблемы меньше. Подожди. Не жалко вообще, айда. Миссия Беглецоид увенчалась успехом. Да, вас повысят за искусство выживания. Есть, сэр. Спасибо, сэр. Бедняга дышит ядом. Может, я смогу сделать временный дыхательный аппарат из азотного топливного усилителя черепаха хода? Эй, стой! Ты спятил? Если у рогатого прояснится разум, он может понять, что мы враги и уничтожит нас. Но мы не можем повернуться к нему спиной, когда ему нужна наша помощь. Можем. Это неправильно. Вот, давай я помогу тебе, здоровяк. Я не знаю, насколько это поможет, но теперь тебе должно дышаться полегче. Сэр, спасибо, сэр. Мои сыновья! Мои сыновья! Мастер Сплинтер, вы в порядке? Нарушитель в нашем доме. На меня Так, скажи честно, тебя только что крыса-робот избила? Ты думал, что это твой брат-близнец потерянный, да? Десятилетиями назад. Ты его обнял, а он тебе нож в спину. Надеюсь, это не так, Сплинтер. напали. Вы должны отнести меня обратно. Защитить наш дом. Защитить! Мастер Сплинтер! Сенсей! Он сильно ранен. Он еле дышит. И он холодный. Что будем делать? Будем делать, что нам сказали. Вернемся домой и... Я надеюсь, это не робот, а прикинь, это робот. Но мне кажется, это робот. Да, ты все-таки думаешь, Мне что кажется, это робот? это Типа на него кожу натянули, он сейчас притворяется.
Том Сплинтер. Нет, я думаю, что это настоящий, но на него напал робот. Нет, а я думаю, а вдруг это... Видишь, они говорят, он типа холодный, а робот же он холодный, он температуру не имитирует, поэтому они типа его трогают, То а есть на нем они, типа, кожа на самом деле натянута. натянули, да? Ну, типа, И может быть. сделали. Да. Ну, будет круто, если так и есть. Да, и он, видишь, возможно, он даже не знает, где дом, он их нашел, такой, типа, мне плохо, отведите меня домой, он не знает, где дом, поэтому ему надо, чтобы его в это логово завели. Если это так, то это круто, а если на него просто напал робот, и он проиграл, то это не круто. Ну, вряд ли. Дерубаться к тому, кто сделал это с мастером Сплинтером. Хотя он дедушка. А как же он? Мы не можем бросить его здесь. Тогда бери его, но надо ехать. Да пошли с нами, ладно, живи, рогатый. За нами! Есть, сэр. Вроде нормальным воздухом дышать начал, а галюны почему-то не закончились. Ну наконец-то, круто. ну молодцы, ну вот подумали и сделали, ну вот молодцы, респект сразу. Не, реально офигенно. Вот это да. Да, не Оправдания ожидались. Ну, а Ой, тут- господи. Ожидания оправдались. А то показали нам робота Сплинтера и сиди и думай, что с ним делать. А вот сейчас вот нормально. Сейчас вот это как в меме с Человеком-пауком. Знаете, два Человека-паука друг на друга тыкают и такие, типа, ты. Вот здесь сейчас тоже будет Сплинтеры такие, ты. Мастер Сплинтер? Улыбается, что ли? Так, кто настоящий? Я за этого. Я тоже. Опустите его немедленно. Я этому не верю. Мастер Сплинтер? Это что? Что происходит? Доигрался, мускулистый убийца. Не может быть двух мастеров Сплинтеров в одном месте. Ты все испортил. А ты циклоп. Отстань, Стокман. Заставь черепах напасть на крысу. Обвини его в том, что он самозванец. Это он напал на меня. Уничтожьте его. Нет, сыновья мои, это он самозванец. Вы должны поверить мне. Отпустите его. Что скажете? Черепахи не купятся на такую очевидную уловку, Хан. Немедленно уничтожь их, пока есть элемент неожиданности. Я есть мой господин. Ты слышал мастера Шреддера? Включить смертельный протокол механического фута. Давай, нож в печень, никто не вечен. Ну нет, ножом надо было. Эй, что там делаешь? Рогатый, помогай давай, без тебя не справимся, походу. Помочь ему. Да, но какому из них? Я, конечно, понимаю, что это, наверное, для нас только выделяют красные глаза, чтобы мы понимали, кто из них настоящий. Но если они для них выделяют красные глаза, и они такие, блин, ну кому мы помочь? То это, конечно, говорит о их тоже низком IQ. Я горю от нетерпения. Прикончи их немедленно. Включи силовые удары на полную мощность. Ого. Мастер Сплинтер! Может, пришло время ввести подкрепление? А? Ну-ка давай, рогатый. Солдат! Уничтожить врага! Сэр, есть, сэр. За республику! Вот это ударище! Просто как нечеловеческая мощь. Причем, знаешь, меня что прикалывает? Просто немножечко, да, немножечко просто обдумываем циферки в голове. Ой, классная превьюшка. Вот это? Да.
А Ну можно и сразу? Ты, конечно, ее замучаешься перерисовывать, ну давай. Как я удачные кадры всегда ставлю, а что Да? ты такая превьюшка? Так, вот так? Да. Так, да. Так, да? Нет, пониже. Повыше. Еще повыше. Вот, короче, смотрите. Нам показывали в начале сезона, как черепашки легко побеждают трицератонов. Ни одного трицератона, ни двух трицератонов, а практически, наверное, толпу трицератонов они раскидывали своими ниндзя, кулаками, ногами, руками, оружием и всякое такое. То есть, мы смотрим, вот здесь трицератон находится, вот здесь черепашки-ниндзя. Так. Черепашки-ниндзя сильнее. Дальше. Нам показывают, как робот-крыса избивает черепах. То есть, соответственно, она выше, находится сильнее черепашек-ниндзя, да? Ну, Логично. потому что черепашки-ниндзя здесь, видимо, самые слабые. Так нет, так я же тебе говорю. Они избивали трицератонов в начале сезона. А это может быть сильный, они, может, с ним не дрались. Не. Один выродок. Один удачный трицератон самый сильный, да, поэтому он и один и выжил, один сбежал Да. из лаборатории, ну вот этот вот, у которого в каждой нычка-затычка вот это вот. В рубашке родился. Ну а вообще, они даже сражались с тем трицератоном, который был бывшим лидером всех трицератонов, какой-то там генерал-капитан, майор, полковник. Он, наверное, уж тоже не лыком шитый там, просто так не сидевший. Да просто так сидит, господи. Лапа у него мохнатая или как там. Гладиаторус или Империус, как ты его так звали. Короче, математика не сходится сил. Нет! Стоять, солдат! Миссия выполнена! Определенно выполнена. Интересно, откуда взялся этот робот Сплинтера? И кто послал его? Это не важно. Кто бы они ни были, я не потерплю, чтобы мою внешность использовали для нападения на мою семью. Ну, он без Мы автомата. должны немедленно нанести ответный удар. Я никогда не видел его таким разъяренным. Мне это даже нравится. Эй, модуль дистанционного управления. Если этот сплинтер дистанционно управлялся, мы сможем проследить сигнал. Ребята, оставайтесь с роботом, я скоро вернусь. А не хотите увидеть? О, чип у Тромов. Такой чип был только у Тромов. Откуда же он здесь взялся? Мне нужно кое-какое оборудование из моей лаборатории. Похоже, он сломался. Выясни, почему все сорвалось. Я хочу, чтобы эти черепахи были уничтожены. Вуаля! Направление найдено. Нам туда. То есть Донателло успел съездить домой, в свою лабораторию, забрать детальку, приехать обратно, и они начинают путь именно с этого места. Все это время остальные члены команды здесь его дожидались. То есть нет, чтобы вместе приехать на базу, и потом вот с базы уже стартовать куда надо. Странновато. Вперед! А, Новое в машине задание, появился. солдат. Залезай! Сэр, есть, сэр. Механический фуд-сплинтер погас, мастер. Последний сигнал показывает, что черепахи обнаружили модуль дистанционного управления, и им известно о нашем местонахождении. Хорошо, пусть они придут, если они настолько глупы. Я получу Истинные удовольствия, раздавив их собственными руками. Да ты, дурачок, ты уже один раз проиграл. Даже два. На что ты надеешься? На что ты надеешься, ты скажи. Надеяться не на что. Без шансов здесь. Красивый корабль. Вот он. Сигналы исходят с этого корабля. Значит, это фото натравили на нас робота Сплинтера. Фотами сейчас руководит Карай, а она дала нам слово, что оставит нас в покое. Мне жаль, сынок, но в данном Вот. случае... Карай сейчас тоже должна сказать: ага, я дала слово, что не трону, а ты их трогаешь, Шреддер, значит, ты нарушаешь слово чести, поэтому я пойду против тебя. Мы должны верить своим глазам. Что-то подсказывает мне, что их будет намного больше, чем нас. Возможно. Нам нужно что-то, что сравняет наши шансы. Короче, Познакомьтесь с Зогом, уравнителем.
уровня. Я был против него, но сейчас он мне пока нравится. Хорошо, вот план. Мы проверим корабль и посмотрим, с чем нам придется столкнуться. Я готов действовать, сэр. Тише, солдат! Мы идем в разведку. Надо действовать осторожно. Простите, сэр, я не очень силен в осторожности. Это точно. Мы не можем взять его с собой в разведку. Майки, останься здесь и присматривай за Зогом. Дон, останься здесь и присматривай за Майки. Эй! Будьте готовы к нападению. Мы свяжемся. Это просто исключили двух самых палящихся участников этой группы, да? Типа, один шумный, другой шумный. А Донателло тут А при чём? Донателло, чтобы за ними следил, потому что Микеланджело не справится один. С вами Он как только ниндзя. Неважно, какой он шумный, он Он ниндзя. балабол. Он ниндзя. узнаем, кто стоит за футами. За футами стою я, если что. А не фут, а я хэнд. Исчез. А где? А нету. А вот здесь тоже нету. Что вас так легко вырубить-то? Вы точно ниндзя? Вот наш путь внутрь. Шреддер? Только не это. Он по-прежнему одевается в скобяном магазине. Смотри, еще роботы. Они производят смертоносных убийц. Я не понимаю, в чем смысл вот этих... Ладно, вот это еще ладно, но он, наверное, без... Вот это вот что? Что это такое? Это еще не доделанный. Нет, это все доделанные. Я тоже Ну, думаю... может, они наполовину невидимые. Может, они, не знаю, Летают. за стойкой ресепшена стоят. Ну да, ну да. Может быть. Их надо остановить. Это оборудование нужно полностью бесповоротно уничтожить. Дон, слушай план. Мы должны взорвать этот корабль. Чтобы сделать это, нужно вывести его в открытое море подальше от города. Раф, Мастер Сплинтер и я пойдем на капитанский мостик и уведем корабль. Майки, ты и Зог отвяжите швартовы, встретимся на мостике. Дон, ты сможешь потопить его? Если я не смогу придумать, как уничтожить плавающую лабораторию футов, в которой находится 1000 галлонов с дизельным топливом, я повешусь на своем поясе. Нормально. Опять со своей модной сумкой бежит. Мастер, нарушение системы безопасности. Мы нашли несколько охранников без сознания. Возьми элитных воинов и прочешите корабль. Если это черепахи, задержите их. Я хочу лично убить их. Ой, твои элитные войны всегда проигрывают, и хан вместе с ними. Что-то не так, Карай. Нет, ничего, мастер. Если вы разрешите, я объявлю на корабле полную тревогу. Вот это сила. Отличная работа, здоровяк. Теперь займемся утренней проверкой. Столько кнопок, и ни на одной не написано «включить». Добро пожаловать на борт, уродцы. Я буду вашим капитаном в этой поездке. Я с радостью сообщаю вам, что вам будет необычайно больно. Очень-очень больно. Майки, пора вводить нашего друга секретное оружие. Майки, ответь! Майки, ответь! Продолжение следует. Ну, опять-таки, вот переживать не стоит. Где там? Ну вот им стоит, у них войны посильнее. Ну да. А вот Майки... Пора Майки. вводить нашего друга секретное Майки есть. оружие. Майки там один может раскидать Майки, этих всех. ответь! Они там Майки. уже неоднократно там раскидывали такую толпу. Тут у него еще и трицератон, который быстренько может помочь.
у тех, как бы, у Леонардо и остальных, как бы, проблем побольше, но они тоже раскидывали этих элитных воинов и Хана, то есть, мне кажется, 11 человек. не так все страшно, как может показаться. Вот. Но серия крутая. Блин, вот она крутая. Вообще чётенькая. Да. Да, мне тоже понравилось. Особенно мув с крысой. То, что они Хорошо, всё-таки что они это натянули сделали, кожу. реально. Вот то, что они это сделали, прям хорошо. Это прям респект, это прям серия за счет этого стала лучше, интереснее. Вот этот дурачок появился, опять-таки. Было бы Мне интересно. реально очень интересная серия была. Интересно было бы, что он чем занимался, он эти сколько там, не знаю, месяц, 2 месяца, где он Расскажут реально ещё. шлялся просто в канализационной трубе. Интересно. Расскажут. Да могут не рассказать. Да, Потом расскажут. интересно, вот он дышит уже нормальным воздухом, почему он не понимает, что это не его начальство, а Ну, еще не черепахи. отошел. Это тоже немножко странно. Не отошел еще. А так то, что они там типа скорешились, это нормально. Роботы тоже нормально, но ненормально то, что они украли чип у Тромов. Это, конечно, минус. Короче, я, видишь, перечисляю минусы и плюсы серии. А так в целом серия хороша. Хороша. Прям понравилось, да. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.